Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. В этой серии видео мы проверяем, как хорошо вы знаете русский язык, какой у вас уровень русского языка. Сегодня мы будем проверять говорение. У нас уже были видео о грамматике, о вокабуляре, о чтении, об аудировании, я думаю. Сегодня будет говорение. Мы возьмем 6 уровней. От уровня А1 до уровня С2. Для каждого уровня у меня есть вопросы. И так и узнаем, какой у вас уровень. Чтобы точно определить, чтобы вы могли точно понять, какой у вас уровень, давайте сделаем так. Я буду читать вопрос, у вас будет 2-3 секунды, чтобы ответить, а потом я скажу 3 своих варианта, как можно ответить. И вы просто сравните, и так вы сможете достаточно точно узнать ваш уровень. И, конечно, вы можете написать в комментариях ответы на эти вопросы, и я прокомментирую ваши комментарии и так тоже смогу вам помочь. Ну что, давайте начнем с уровня А1. Будет 3 вопроса, я задаю вопрос, 2-3 секунды, и я говорю 3 своих ответа. Поехали. Итак, вопросы будут здесь. Первый вопрос. Вы не знаете, какая сегодня погода? Что можно ответить? Например, сегодня солнце, на улице тепло. Или сейчас пасмурно, но дождя нет. Или на улице прохладно, это моя любимая погода. Все эти 3 варианта, все эти 3 ответа для уровня А1. Вопрос номер 2. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? Сейчас 10:30. Я думаю, что сейчас 2 часа дня или уже почти 12. Любой из этих ответов подходит. Вопрос номер 3. Скажите, пожалуйста, вы говорите по-английски? Да, я хорошо говорю по-английски. Нет, извините, я не умею говорить по-английски. Или я не говорю по-английски. Или да, конечно, это мой родной язык. Ну что, я думаю, на уровне А1 все большие молодцы. Давайте посмотрим уровень А2. Представьте, что вы в магазине, и вы купили цветные карандаши. Мой вопрос. Кому вы купили эти карандаши? Можно сказать: я купил карандаши моей сестре. У нее сегодня день рождения. Или эти карандаши для моего друга. Ему нужны карандаши для работы. Или это карандаши для меня. Я люблю рисовать. Все, отлично. Уровень А2. Вопрос номер 2. Что с вами? Вы плохо себя чувствуете? Все нормально. Я просто устала. Сегодня было много работы. Или у меня немного болит голова, но это не страшно. Или третий ответ. Мне грустно, потому что моя собака болеет. Конечно, когда или если вы будете на экзамене, вы можете придумывать ответы, никто не будет проверять, болеет ваша собака или нет, или было у вас много работы сегодня или нет. И третий вопрос для уровня А2. Нужен ваш совет. Я не знаю, что подарить подруге на день рождения. Посоветуйте, пожалуйста. Если она любит читать, можно подарить сертификат в книжный магазин. Или можно спросить, а что она любит? Если вы не знаете, то просто подарите ей деньги. И третий ответ. Я думаю, что все девушки любят цветы. Купите ей красивый букет. Это были
3 вопроса для уровня А2. Ну что, как ваши успехи? Пока все понятно, пока все легко. Давайте посмотрим уровень B1. Вопрос номер 1. Я давно не видел вашего друга. Где он сейчас? Чем он занимается? Он уехал за границу и там учится в университете. Или он недавно женился, и они с женой переехали в другой город. Третий ответ. Я тоже не знаю. В последний раз я его видел год назад. Вопрос номер 2. Какой сувенир вы хотели бы привезти из России? Давайте подумаем. Я хочу привезти магнитный холодильник с Гагариным. Просто и со вкусом. Или ответ номер 2. Я коллекционирую красивые кружки, поэтому хочу привезти какую-нибудь интересную кружку. Или я бы хотела купить настоящий самовар, но не очень большой. Вы видите, я специально даю такие ответы достаточно подробные, чтобы вы лучше могли проверить себя. И вопрос номер 3. Уровень B1. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где здесь можно хорошо и недорого поужинать? Да, недалеко есть хороший грузинский ресторан. Там очень вкусно. Ответ номер 2. На центральной площади есть много кафе. Идите прямо, и вы их увидите. И третий. В этом доме на первом этаже есть итальянский ресторан. Я рекомендую идти туда. Ну что, было сложно? Или тоже все просто и легко? Давайте проверим уровень B2. Представьте, что вы пришли на выставку с другом. Вы пришли на выставку молодого художника. Вам эта выставка понравилась, а вашему другу нет. И ваш друг будет говорить, что ему не понравилось, а вам нужно ему ответить, вам нужно ему возразить, используя антонимы, используя антонимичные слова. Попробуем. Итак, ваш друг говорит. Реплика номер 1. По-моему, художник совершенно бездарный. Как вы возразите, что вы ответите? Можно ответить: а мне он показался очень талантливым. Или я думаю, что он очень одаренный. Или сложно, конечно, назвать его гениальным, но он точно способный художник. Вы видите, к слову «бездарный», которое было в оригинальной реплике, мы подобрали 3 антонима: бездарный, талантливый, одаренный и способный. Реплика номер 2. Ваш друг говорит. Сюжеты его картин однообразные. Что вы на это скажете? Ты думаешь? Я считаю, что все его картины очень оригинальные. Я думаю, что темы его картин были уникальными. Или ты что? Даже критики говорят, что его работы очень разнообразны. У нас было слово «однообразные». Мы выбрали 3 разных синонима. Однообразное, оригинальное, уникальное или разнообразное. Последний, третий вопрос, третья реплика вашего друга. Краски, которые он использует, слишком мрачные. Очень интересно. А мне эти цвета кажутся очень приятными, светлыми. Или я понимаю, почему ты так думаешь, но я нахожу эти краски успокаивающими. Или у меня противоположное мнение, такие жизнерадостные оттенки. Было слово «мрачные», и у нас есть 3 антонима. Приятные, светлые, успокаивающие и жизнерадостные. Переходим к уровню С. Уровень С1. Вы снова идете с друзьями, но в этот раз вы идете на спектакль. И в этот раз вы все согласны, у вас одно мнение. Я скажу вам 2 реплики ваших друзей,
а вам нужно согласиться с ними, но новым способом, другим способом. Давайте попробуем. Ваши друзья говорят: спектакль слишком затянут. Действительно, скучноватый. Что ответите вы? Ой, моя камера. Ладно. Что ответите вы? Абсолютно с вами согласна. Спектакль можно было закончить после первого акта. Или точно, некоторые сцены были слишком растянуты. Третий ответ. 100%. Поддерживаю. Было много моментов, которые можно было сократить. Видите? Слишком затянутый, слишком долгий спектакль. Мы согласились с нашими друзьями 3 разными способами. Следующий комментарий. Ваши друзья говорят: музыка посредственная. Да, так себе. Что ответите вы? Да, музыка звучала невыразительно, не хватало глубины. Или вы правы, музыка совсем не запоминающаяся. Или на меня тоже музыка не произвела никакого впечатления. Вы замечаете, что на уровне С наши реплики, наши ответы уже гораздо более серьезные, гораздо более разнообразные. Вот у нас было это слово. Да, мы согласились с друзьями 3 разными способами. И третья реплика. Да и режиссура слабая. Согласен, сделано непрофессионально. Что ответите вы? Абсолютно. Спектакль выглядел довольно любительским. Да, режиссерская работа оставляет желать лучшего. Или, согласен, было заметно, что многие элементы были не продуманы. Смотрите, сколько интересных выражений у нас здесь есть. Оставлять желать лучшего, любительский или что-то непродуманное. Ну как вам этот уровень? Мне кажется, очень интересно. Мне кажется, он такой прям глубокий. Даже если вы пока не говорите такими фразами, не переживайте, просто запомните эти фразы и используйте. А сейчас наш последний уровень, уровень C2. У вас будет 3 реплики. Вам снова нужно возразить. Используя антонимы к этому слову. Наше слово «мягкий». Значит, в 3 репликах будет слово «мягкий», и вам нужно возразить. Давайте посмотрим. Реплика номер 1. У нее, по-моему, слишком уж мягкий характер. Мягкий характер. Как возразить? Что вы скажете? Если бы вы видели, как она разговаривает с подрядчиками, она вполне жесткая, когда нужно. Или эта женщина стала директором департамента в 30 лет, у нее очень твердый характер. Или она только кажется такой миленькой, на самом деле она кремень. Смотрите, мягкий характер, и у нас 3 антонима. Может быть жесткий характер, может быть твердый характер, ну или кремень, это твердый камень. Следующая реплика. Реплика номер 2. У нее мягкие черты лица. А мне кажется, у нее резкие черты лица. Она выглядит очень строгой. Или нет, ее черты скорее резкие и выразительные. Мягкие, я бы сказала резкие, а может быть даже грубые. Мягкие черты лица мы не можем сказать твердые черты лица, как было в прошлый раз. Но мягкие черты лица мы можем сказать резкие черты лица, грубые черты лица или, может быть, выразительные, такие яркие. И третий, последний вопрос, реплика. В Сибири мягкий климат. Вы согласны? Наоборот, там очень суровые погодные условия. Это неправда. Климат там суровый и морозный. Или нет, сибирский климат известен своей суровостью. Да, к слову, мягкий
В этом контексте мягкий климат. Мы не можем сказать выразительный или грубый. Грубый климат не может быть, но он может быть суровый. Да, суровый, морозный. Ну что, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, какой у вас уровень, что интересного вы сегодня узнали, и я думаю, что в описании будет ссылка на этот файл, где вы можете прочитать все эти вопросы и ответы. Ну что, а мы с вами встретимся в следующий раз, и пока-пока.